Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Доброго вам времени суток, кто когда смотрит. Рада, рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. На канале у нас Таро служат для вас леди. То есть инструмент мой карты Таро, и с помощью них мы буквально меняем жизнь. Узнаем тайны, узнаем препятствия, узнаем будущее, где нужно подстелим соломку, спросим совет у карт, все неприятности уберем с помощью коррекции, если вы этого хотите, если это будет необходимо, покажет расклад. Итак, давайте сегодня сделаем расклад карт Таро. Что говорят о вас у вас за спиной? Давайте посмотрим для начала. У нас такое гадание, онлайн расклад, расклад Таро. Что говорят у вас за спиной, о чем судачат, что вас говорят, что хорошего, что плохого. Если покажет, что плохое, то кто это говорит. Посмотрим, что с этим можно сделать, как это обойти, кто эти замечательные люди. Или действительно замечательные люди, которые говорят о вас хорошо. Кто настоящие друзья, кто не настоящие, кто враги. И для начала смотрим вашу сигнификацию, чтобы вы поняли, что это расклад именно ваш. Так, какая у меня леди сегодня? Ну, смотрите, я бы сказала, что это... такая женщина земного знака. То есть, может быть, это буквально земной знак зодиака. Возможно, женщина, которая владеет землей. Женщина, для которой земля очень важна. То есть, любящая природу, любящая отдыхать на природе, любящая растения, имеющие свои какие-то корни глубокие по родству. То есть женщина с такими вот фундаментальными такими свойствами. Сила рода должна у вас очень хорошо быть, вы ее должны чувствовать. То есть это, не лирический порхающий мотылек, а женщина, видимо, уже зрелая, видевшая жизнь. Давайте еще посмотрим, какая леди у нас сегодня. Да, видите, это женщина, которая уже имеет определенный опыт, имеет определенные возможности, знания. У нее вот есть запас ключей, которыми она может открыть фактически любые двери для своего счастья. Это опытная женщина, девушка, девочка, которая может найти подход в разных ситуациях, которая умеет находить выход из разных ситуаций. Тупиков для нее не существует. Что еще нам хотят сказать карты? Что я хочу сказать? В то же время это женщина, которая прошла много. Да, она знала, что такое обман. Знала, возможно, что такое предательство. Но она все это пережила. Свои слезы она уже выплакала. Ее уже не так просто обмануть. Ей не так просто сделать больно, хотя она может быть очень даже ранимой, но она это не показывает. Никто даже не догадается, что там творится в душе. Еще.
Это женщина любящая. Однозначно эта женщина видит себя в паре. Если даже у нее сейчас нет отношений, она, даже если себе в этом не признается, подсознательно мужчина очень важен для нее. Почему важен? Тут даже не дело в том, чтобы хотеть от него какой-то супер финансовой помощи, еще какой-то помощи. Это женщина, которой важно для кого-то жить, у которой любви уже достаточно и для детей, и для родственников, и для друзей. И еще есть невостребованная часть любви, которую она готова дарить мужчине. Она готова к искренним, хорошим отношениям, то есть к отношениям не таким, что пришел потоптаться в жизни, да, а когда общие цели, когда общие интересы, когда интересно вместе, когда в человеке окунаешься и видишь свое отражение, да, вот гармонию душ. Вот этой женщине очень важно именно вот это. Давайте посмотрим, что еще оракул нам расскажет о вас теперешней. Да, давайте посмотрим, чтобы вы узнали себя. Так, смотрим. Да, ну вот княгиня. Вот буквально у нас сегодня княгиня. О чем это говорит? Это женщина. Если даже она очень молодо выглядит, прекрасно выглядит, тем не менее это зрелая женщина, которая сама принимает решения в своей жизни, которая, возможно, руководит людьми. Она не является заложницей какой-то ситуации. У нее уже есть как бы ее имение, да, ну, дом, в котором она живет. Ее жизнь уже построена, и у нее уже и с работой все решено, и с доходами. То есть она не на начале какого-то пути, она именно, ну вот одним словом, она княгиня. Давайте поставим ее в центр вас, в центр сигнификации. Прекрасная карта на вас выпадает. Княгиня. Ну вот, леди-княгиня. Изумительно. Смотрим. Да, у этой женщины есть дети, возможно, они уже и выбрали свой путь, или она знает, какой у них будет путь, она им этот путь весь расчистит, сделает его очень правильным. Ну, или она очень хочет детей. Если нет еще детей, то это говорит, карта ребенка говорит о том, что она хочет детей. А вообще ее дети, скорее всего, уже выросли и отходят от нее, или уже не столь зависимы от нее, или она дала им такое хорошее сейчас воспитание, что они достаточно самостоятельные. Но дети для нее очень важны, хотя я вам советую о детях, чем меньше переживаете, тем больше они достигают в жизни. Радуйтесь их успехам и не переживайте за них. Они с такой княгиней нигде не пропадут. Так. Какое-то предчувствие, это связано с детьми. Какие-то у вас переживания, предчувствия по поводу детей. Или, возможно, сомнения по поводу детей. Вы переживаете, что что-то не так воспримет вас, ваши дети, не так вас поймут. Переживания связаны с этим. Или тем, как дети смотрят на вас, да, что они в вас видят. Или с тем, вообще просто с детьми, вы за них искренне переживаете.
Не стоит переживать. Сейчас посмотрим, стоит или не стоит. Ну, какие-то переживания эти связаны с какой-то весточкой. То есть всадник буквально говорит о том, что какие-то стремительные новости поглотили всю вас, связанную именно с детьми новости. И сейчас вы находитесь в такой ситуации. Сейчас будем смотреть, что ж там дальше. Разочарование, карта разочарования. Вот больно, вот смотрите, ну вот просто были крылья и их вырвали. Их вырвали у вас. Вырвали и остались только раны. Не можете летать, буквально не можете летать из-за переживаний. Или дети так поступили жестоко, или это связано с детьми, или какая-то еще ситуация, которая сильно отражается на детях. У нас тут ключевое идет дети. Начало чего-то. Звезды — это начало чего-то. Сейчас посмотрим. Или что-то не началось, потому разочарование. Сейчас будем разбираться. Ну, смотрите, карты говорят о том, что у вас, в принципе, дом, полная чаша, все было хорошо. То есть вы умеете в доме создать уют, в вашем доме тепло, чисто, пахнет хлебом, вкусной едой, светится свет, к вам люди хотят зайти на огонек, очень красивый, милый дом. Дом, квартира, без разницы. Но какая-то, я бы сказала, фигня происходит. Какой-то буквально шабаш происходит у вас в доме. Это могут быть знакомые, это могут быть люди, которые, ну вот, просто перевернули ваш дом, и это может быть измена, это может быть горе, это может быть болезнь. Что-то происходит в доме именно у вас сейчас. Что-то вот начало происходить, да, что привело к тому, что у вас разочарование, да, вы это предчувствовали. Предчувствовали, у вас были предвестники, вы знали, что это может произойти, и это что-то плохое произошло. Это связано с расставанием. С кем-то вы расстались. Возможно, что кто-то из дома ушел, уехал. Пришлось расстаться, пришлось прекратить какие-то отношения. Отношения, может быть, с детьми, может, с родственниками, может, с любимым человеком. Расставание идет. После этого шабаша что произошло. Возможно, даже вы после того, что произошло, сами указали человеку на то, чтобы были разочарованы, чтобы он ушел, или сами ушли. Но это был просто вулкан событий. То, что происходило, то, что карты нам описывают, это буквально вулкан событий. То есть это пекло, это рвалось из груди, это невозможно пережить, это не давало дышать. Ой. Время. Только время это вылечит. Время, уже прошло время, возможно, вы уже это забыли, или время настало этого вулкана. Вы поймете, о чем я говорю. Время, важно время. Так, ну, я думаю, вы себя узнали. Карту графини мы так и оставим. Уберем оракулы и перейдем к Таро, чтобы узнать, что происходит у вас за спиной. То, что вы знаете, и вам показали карты, и вы понимаете, что это у вас, но есть всегда вторая часть.
Есть то, что вы не знаете, что вам нужно знать, что происходит за спиной. Давайте смотреть, о чем вы даже не догадываетесь, что там такое. Я специально взяла колоду Таро для того, чтобы потом, если что-то это плохое, не по судьбе, от злых людей, от зависти, чтобы это все убрать на коррекции. Я еще хочу сказать, я все время забываю вам говорить о том, что когда вы смотрите расклад, когда я говорю о чем-то хорошем, о том, что должно произойти в вашей жизни, это надо обязательно примерить высшими силами. Что я в это вкладываю? Вы должны это принять. Вы должны в это поверить, примерить это на себе, чтобы это потом прожить. И для подтверждения высших сил очень важно писать комментарии. Да, спасибо, благодарю, принимаю. Это первая ваша подпись, что вы подписываетесь под теми счастливыми событиями, которые должны произойти. Итак, смотрим, что у вас за спиной. В ограниченной какой-то позиции вы сейчас находитесь. Давайте смотреть, кто это, к чему это. Ну, кто-то вас ограничил. Или сплетнями, или буквально какими-то действиями. Что там такое? Ну, буквально действиями. Вот все опять повторяется. Карта звезды, карта начала. То есть начало это происходить. А это вам из-за этого приходится экономить деньги. Ну вот буквально экономить деньги, это может быть и другие какие-то ресурсы. То есть вам приходится жадничать. И это нужно. Эмоции вы сейчас испытываете скудные. Вам хочется, чтобы вас кто-то понял, обнял, сказал, что вы лучшая. Возможно, мужчина это не договаривает, возможно, дети. В этой ситуации вам очень нужна эмоциональная поддержка. Ну, ничего себе, девочки. Дьявол падает. То есть ситуация от вас не зависит. Что-то плохое, реально плохое происходит. Сейчас разберемся. Это магия. Ну, что тут добавить? Кто-то магичит на вас. Конечно, может быть, буквально, может быть, не совсем к бабке, скажем так, ходит. Падаете вы. К бабке ходит, но кто-то вот вас ограничивает, чтобы вы не могли жить как раньше. Есть просто люди такие, они вот позавидуют, и, мне такая картинка идет, позавидуют, и все. Им достаточно. Кто это? Покажи мне, кто это. Показывает, что это прямо так вот за 2 копейки кто-то. То есть фактически бесплатно, а просто так ему захотелось. То есть, очень легко ему это далось. Завидовали вашему какому-то мужчине с деньгами. Там может быть сын, муж, любимый, потенциальный любимый. Даже может быть начальник, который давал деньги. То есть завидовали тому мужчине, который нес деньги вам. Хотя на самом деле он не такие большие деньги и нес. То есть там вот преувеличено. То есть он на самом деле не король пентаклей, а паж пентаклей. Да и медленно, и не так много.
Ну вот почему-то захотели этого мужчину. Ну, я скажу так, вы не зря молитесь. Вы не зря ищете выход, и выход вы найдете. Возможно, даже в этом видео. То, что вам это видео попалось, это не случайность. С обманом вы столкнулись. С очень большим обманом. Вот такой вот заговор вокруг вас. Да буквально. Но есть же такие люди. Но смотрите, опять же повторяется то, что сила воли, сила вашего рода, вы сами, ну вот, императрица, и потому вот сколько вам там огня не доливают, у вас есть вода, чтобы это потушить, да, у вас есть внутренние силы, у вас есть с этим возможность бороться, вы с этим боретесь, и потому это по умеренности выходит, но бесконечно же бороться невозможно, да. Кто это сделал? Покажи мне, кто это сделал. Ну, тяжело. Тяжело он это делал. А почему тяжело? Давайте разбираться. Странно. Падает мужчина. Падает мужчина. Тяжело мужчина. Сейчас разберемся. Мужчина такой темноволосый, такой резкий, воинственно настроен, ну или еще иногда король мечей может показывать сексуальную настроенность к вам. То есть это не от женщины, это от какого-то мужчины. Что это за мужчина? Покажи мне. Резко он как-то, резко он пронесся у вас в жизни или очень ярко. С правосудием это как-то связано. Он почему-то считает, что он поступает, ну вот даже обращаясь вот так вот фактически к магии, да, в какой-то степени, ну вот так сильно вас ненавидя, посылая вам такие позывы, что он поступает по справедливости, что вы этого достойны. Ну, он вас любил. Ну, или какие-то чувства к вам испытывал. Может быть, это и сын, или зять, ну, или просто любимый. То есть были хорошие отношения. Вы для него остаетесь королева эмоций. То есть женщина, которая манит к себе и физически, ну вот такая истинная женщина, вот прям королева любви. Он оттачивает свою работу, он не остановится, это не все. То, что сейчас произошло, это не все. Он еще будет. Господи, хоть бы это детей не коснулось. Как-то опять дети показаны. Как-то опять дети показаны. Может, это ребенок ваш. Может, на детях сказывается. Может, у вас дети общие. Так. Покажи мне, чем это все закончится. Мы, конечно, сделаем коррекцию, это все уберем. Какой совет карт? Какой совет карт, как поступить? Ну, говорят, надо принять бой. Буквально. И тогда наступит мир. Когда вы покажете ему зубки, наступит мир. А как принять бой? Ну, где-то он далековато от вас.
Ну, он сам разбитый полностью, то есть он сам в отчаянии, он сам не знает, что делать, и вот так вот паскудит, извините. Ну, толком-то ничего не может. То есть сам из себя какого-то ребенка, ну, ведет себя как ребенок, вот как знаете, ну вот как в школе обижают, да, какого-то ребенка, там какой-то вот такой вот. Тут тоже просто так вот обижает. И что ему сделать? Показывает, что нужно, ну, найти его, пообщаться с ним. Угу. Да показать ему, буквально карта говорит, показаться ему, что вы княгиня, вы императрица, и у вас все хорошо. И остановит это. Когда он поймет, что вы не сломлены, он успокоится. Как бы он там ни точил свое искусство, он успокоится, когда вы княгиня, вы императрица. Да, победа будет за вами. Ну, такие странные люди есть, да? Тут жезлов. Все у вас получится. Все плохое отойдет. Счастье будет в доме. Потому что вы сильная. Потому что вы все это пройдете. Ну вот он пытался из вас сделать жертву, а вы сильная. Ну, это просто, ну, все его вот эти вот разговоры за спиной, оно все к вам не прилипнет. Надо настрой, конечно, соответствующий. Потому что очень больно то, что он делает. А ему вот просто поговорить. Просто вот так поговорить. Карта влюбленных, выбор какой-то у вас. А выбор у вас или бороться, или принять это, ну, из разряда пусть говорит, ко мне не прилипнет. Воскрешение, да, Верховный суд. Ему будет за это, ему все вернется. По Верховному суду ему все вернется. Ему это все вернется. Да, на него будет нападение, вот буквально зеркальный бумеранг. И тогда ему будет уже не до этого. А вы, видите, в прекрасном состоянии, деньги вернутся, здоровье вернется. Но останется разбитое сердце, ну, вылечится сердце. Разбитое, потому что, ну, в шоке от того, что люди такое могут делать. Если бы вы не были такой сильной, другая бы не выдержала. Помощь какая-то будет от друзей, материальная помощь, состояние какое-то вам идет. Это может быть наследство. Это внезапные какие-то деньги достаточно большие идут. Может, большое повышение зарплаты. Да, видите, помощь какая-то. Вот буквально денежный какой-то поток открывается. Открывается денежный поток после этого всего. Да, останавливается вот вся эта фигня, которая была. Открывается денежный поток. И даже поток влюбленности будет. Мужчина какой-то замаячит. Что за мужчина? Интересный мужчина. Король кубков будет приносить вам удовольствие. Он
он будет, ну вот, то ли разведен, то ли, ну, тут даже карта вдовца может быть. Ну, он сейчас не в отношениях, этот мужчина, он одинок уже достаточно большой период времени. Одинок, но, скажем так, как-то у него не сильно хорошо с жильем. Вот как-то ему негде голову преклонить. Ну, или то, что у него есть по вашим меркам, это немного не то, или для того, чтобы быть с вами в отношениях, ему нужно будет покинуть тот дом. Вас познакомят с ним. Вы познакомитесь с ним, там, где вы познакомитесь с ним, будет больше, ну, не только вы вдвоем. Какая-то компания или кто-то вас познакомит. Ну, Верховная Жрица говорит, об этом еще рано говорить. Очень интересно, вас прям объединит все, и детей, и мужчины, и вас, у вас будут общие планы. Хотя вы этого боитесь. Вы боитесь вступать в отношения, почему-то карты идут. Вам кажется, что уже ничего не надо. А оно идет. Никуда от него не денешься. Видите? Ну, потому что вы приняли этот бой. Так, интересный у нас сегодня расклад для княгини. Давайте уберем, все тут, конечно, не уберем. Давайте уберем самое плохое. Поработаем над этим. Так. Ну, однозначно мы убираем дьявола, магию, то, что вы ограничены. Оставляем действие, начало. Пускай вы испытываете эмоции, пускай даже экономите, все же не уберешь. Так, обман забираем. Умеренность, вы императрица, вы женщина эмоциональная. Мужчина вам деньги несет, оставляем. Ну, пускай маленькие деньги вам несут, это неплохо. Ой, то, что он оттачивает свое умение наносить вам боль, мы забираем. Ну, то, что вам нужно его найти, ну, тут не заберешь. По правосудию все вернется. Оставляем. Так, ну, враждебного мужчину уберем. Что у нас тут еще? Его апатию оставляем. Что вы разбиты были, убираем. Надо смягчить. Тут, конечно, главный посыл всего расклада, то, что вам нужно это пройти, чтобы стать сильнее, чтобы стать императрицей. Так. Давайте в конце у нас выпало, что вы воинственны. Давайте вы будете не воинственны, а счастливы. Так, вот это мы все убираем. Это наш расклад, который получился. Сейчас посмотрим все те препятствия, неприятности, которые показал расклад карт Таро, и постараемся их убрать.
Вот видите, это все обман, магия. Давайте работать, давайте не расстраиваться. Вы услышали, что все это вы пройдете, у вас на это хватит сил. Мы сейчас сделаем этот путь короче, сделаем, видите, туз падает, сделаем, верим в это, пишем в комментариях, да будет так, да принимаем, да, Верховная Жрица говорит, все правильно, пишите. Открываем свою жизнь для счастья, верим, примиряем счастье, верим в расклад, что оно сбудется, и то, что высшие силы помогут, и если увидят, что вы к этому готовы, это произойдет быстрее. Так, вспоминаем то, кому вы молитесь, вспоминаем силу вашего рода, своего рода вспоминайте. Я ищу карту суда и карту мира, чтобы убрать все то негативное, что показал расклад карт Таро. Чтобы почистить, сделать лучше. Так, есть. Видите, сколько всего нужно пережить? А мы сейчас попробуем, чтобы это пройти. Да? Видите, вон сколько колоды событий. Вот сколько там всего. А мы сейчас постараемся этот путь сократить. Пускай ему все вернется бумерангом. Потому что так должно быть. Так, сосредоточились. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. В комментариях пишем, да будет так, спасибо, да будет так. Сейчас проверим, получилось ли у нас убрать препятствия, и что теперь нам покажет, что вам такого важного знать, что расклад о том, что вам важно знать, что происходит у вас за спиной, к чему быть готовым. Вы императрица. То, что говорил расклад, что вы станете императрицей, когда вы станете императрицей, он от вас сам отцепится. Да, он отойдет, видите. У него закончатся все возможные варианты вам паскудить. У нас получилось убрать препятствия. Если вы как-то чувствуете, что не совсем, пересмотрите этот участок, где мы обращаемся к высшим силам. Найдите место, где вам будет спокойно, где вам будет удобно, и пересмотрите, где вас никто не будет дергать, где вы сможете сосредоточиться. Пересмотрите, какие препятствия показали. Можно весь расклад пересмотреть, как оно будет происходить. Меряйте на себя расклад. Ваша Луна. Подписываемся, лайкаем, делимся, если знаете, у кого-то похожая ситуация, это ему поможет. У нас на канале все безоплатно, все для моих леди.